Привет, друзья! Меня зовут Женя, и вы на канале о вязании Your Happy Toys. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого маленького птенчика. Это цыпленок вот из такого яичка. Описание вязания самого яичка вы также можете найти на моем канале. Под видео я оставлю ссылку. Так что переходите и вяжите домик яичка для цыпы. Итак, для вязания нам потребуется пряжа. Я использую пряжу Yarnart Jeans желтого цвета, это номер 67. И также пряжу Yarnart Jeans рыжего цвета, номер 85. Нам потребуются ножницы, крючок 2 мм, черная нить для вышивания глазок и 2 вида иголок. Я использую большую иголку для пришивания деталей и маленькую иголочку для вышивания глазок. Ну что ж, приступаем к вязанию. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик. Кольцо амигуруми затягиваем. Это у нас был первый ряд. Во втором ряду мы вяжем 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида. В итоге у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Первая прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка. Таким образом мы довязали второй ряд, и у нас получилось 12 столбиков без накида. Далее мы вяжем третий ряд. В третьем ряду мы вяжем 2 столбика без накида и в третий прибавку. Так вяжем 4 раза. Первая, вторая петля, в третью петлю вяжем 2 столбика без накида. Это будет прибавка. Первая петля, вторая петля, в третью 2 столбика без накида. Это будет вторая прибавка. Первая петля, вторая, в третью вяжем 2 столбика без накида. Это будет третья прибавка. Первая петля, вторая, в третью вяжем 2 столбика без накида. Это будет четвертая прибавка. В итоге у нас получается 16 столбиков без накида. Ниточку я отрежу, чтобы она мне не мешала, и буду использовать ее в качестве маркера. Мы начинаем вязать четвертый ряд. Будем вязать 3 столбика без накида и прибавку. Таким образом мы повторяем 4 раза, и в конце ряда у нас должно получиться 20 столбиков без накида. Встретимся с вами в конце ряда. Итак, мы связали
четвертый ряд, и теперь приступаем к вязанию пятого ряда. Мы будем вязать 4 столбика без накида, и в пятый столбик будем делать прибавку. Вязать 2 столбика без накида в одну петлю. Вяжем 1, 2, 3, 4, прибавка. Вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Вяжем далее так до конца ряда, и в конце ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида. Мы связали пятый ряд, и теперь нам нужно связать шестой ряд. Это будет 24 столбика без накида в каждую петлю по кругу. Вяжем 24 столбика без накида в каждую петлю и встречаемся с вами в конце этого ряда. Вот такую детальку мы получаем в итоге. И далее у нас идет седьмой ряд, в котором мы будем вязать 5 столбиков без накида и в шестую 2 столбика прибавку. Так мы будем вязать 4 раза. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петлю вяжем 2 столбика. Это будет первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую 2 столбика. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую 2 столбика. Третья прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой 2 столбика без накида. Это будет четвертая прибавка. В итоге мы получаем 28 столбиков без накида. Приступаем к вязанию 8 ряда. 8 ряд мы вяжем 28 столбиков без накида по кругу. И встречаемся с вами в конце 8 ряда. Мы связали 28 столбиков без накида и приступаем к вязанию 9 ряда. Я переставляю маркер, чтобы было удобнее понимать, где начало ряда. И начинаем вязать 6 столбиков без накида и в 7 столбик прибавку. Таким образом вяжем 4 раза. В итоге у нас должно получиться 32 столбика без накида. Первая петля, вторая петля, третья петля, четвертая, пятая, шестая. В 7 петлю вяжем 2 столбика без накида, это будет прибавка. Таким образом вяжем до конца ряда и встречаемся в конце ряда.
У нас получилось 32 столбика без накида. И далее 10, 11, 12 и 13 ряды, то есть 4 ряда, мы вяжем по 32 столбика без накида по кругу. Встречаемся с вами в начале 14 ряда. Вот такая деталька у нас получилась по итогу. Мы связали 13 рядов. И теперь мы будем приступать к вязанию 14 ряда. И с 14 ряда мы будем вязать убавки. Итак, в 14 ряду мы вяжем 2 убавки. Мы делаем 14 столбиков без накида. И 15-16 мы вяжем вместе. Это у нас будет первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вяжем 2 петли вместе, 15 и 16. Это будет у нас первая убавка. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 и 16 петлю вяжем вместе. Это у нас будет вторая убавка. В итоге мы получаем 30 петель. Далее приступаем к вязанию 15 ряда, где мы будем делать 6 убавок через каждые 3 петли. Я меняю маркер, чтобы было удобнее, и продолжаем вязать. 1, 2, 3, убавка. Это первая убавка. 1, 2, 3, вторая убавка. 1, 2, 3, третья убавка. 1, 2, 3, четвертая убавка, 1, 2, 3 и пятая убавка, 1, 2, 3, шестая убавка. Итак, мы связали 15 рядов. Далее мы вяжем 16 ряд. Мы будем вязать 2 столбика без накида и убавку. Таким образом, нам нужно провязать 6 раз. Мы будем делать убавку через каждый второй столбик. 1, 2, убавка, первая убавка.
1, 2, вторая убавка, 1, 2, третья убавка, 1, 2, четвертая убавка, 1, 2, пятая убавка, 1, 2, шестая убавка. Мы завершили вязание 16 ряда, в итоге получили 18 столбиков без накида. На данном этапе я рекомендую начать набивать яичко холофайбером, чтобы впоследствии было удобнее вязать и удобнее его донабивать. Сначала набиваем не совсем плотно, чтобы холофайбер не мешал при вязании и не зацеплялся крючком. Я беру холофайбер и расправляю его, чтобы не было комков. Очень часто при набивании игрушек я использую вот такие маленькие ножнички, чтобы дальше протолкнуть холофайбер. Но при этом способе нужно быть очень внимательной, чтобы не порезать ниточки. Я знаю, что многие набивают игрушки холофайбер палочками из-под суши. Они деревянные и не скользят. Но я вот делаю так, ножницами, мне это удобно. Вот такое яичко у нас уже получается, а мы приступаем к вязанию 17 ряда, в котором будем делать убавку через каждый один столбик. В ряду у нас должно получиться 6 убавок. Первый столбик без накида, следующую мы делаем убавку. Первая убавка, столбик без накида, вторая убавка, столбик без накида, третья убавка, столбик без накида, четвертая убавка, столбик без накида, пятая убавка, столбик без накида и последняя, шестая убавка. В итоге мы получаем 12 столбиков без накида в ряду. Я убираю маркер, он мне уже не нужен. И далее начинаю наполнять яичко холофайбером. Я расправляю холофайбер и набиваю его яичко, используя также ножницы. Лично я наполняю все игрушки очень-очень плотно, для того, чтобы со временем холофайбер не потерял форму и яичко не стало мягким. Если вы любите наоборот помягче игрушки, то вам такая плотность, конечно же, не нужна. Но вот я делаю так. Все мои игрушки очень-очень тугие и плотные. Но при этом нужно смотреть, чтобы холофайбер равномерно лег внутри детали, чтобы не было бугорков и пустых мест. И теперь мы приступаем к последнему ряду нашего яичка. Завершающий ряд мы делаем
6 убавок по кругу. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка, четвертая убавка, пятая убавка, шестая убавка. В итоге у нас получается 6 столбиков без накида. И это отверстие мы сейчас стянем. Я отрезаю ниточку и приступаю к тому, что я с помощью иголочки буду стягивать отверстие. Вот таким вот образом. Я вытягиваю ниточку, вставляю ее в ушко иголки. И провожу иголку под верхней полупетлей каждого столбика. Только за верхнюю полупетлю. За переднюю. Не за верхнюю, а за переднюю полупетлю, ближнюю к вам. Через все 6 столбиков за переднюю полупетлю я провожу ниточку. И затем я тяну за нее, и отверстие стягивается. Теперь мне нужно спрятать ниточку внутри детальки. Для этого я иголочку пропускаю через серединку вот этого затянутого отверстия. И тяну за нее. Посмотрите, какой низ у нас становится ровненький. Ничего не топорщится. Ниточку можно еще продеть через дополнительную петельку для надежности и уже отрезаю. В итоге у нас получается вот такое вот маленькое миленькое яичко. Теперь мы будем приступать к вязанию крылышек. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Первый, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик. Кольцо амигуруми затягиваем. Далее вяжем по кругу по следующей схеме. Вяжем 1 столбик без накида. В следующий столбик вяжем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Далее 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. И вяжем 1 столбик без накида. Таким образом мы связали второй ряд, и у нас получилось 7 столбиков без накида в ряду. Я слегка выворачиваю деталь,
Отрезаю лишнюю ниточку, чтобы она мне не мешала, и приступаю к вязанию третьего ряда. Третий ряд мы вяжем 7 столбиков без накида по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Следующий четвертый ряд мы будем вязать с вами по следующей схеме. Вот такая деталька получается. Вяжем четвертый ряд. 2 столбика без накида, 1, 2, в третий столбик вяжем прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. Далее снова 2 столбика без накида, 1, 2. В третий столбик вяжем прибавку. Затем вяжем последний 1 столбик без накида. Это мы связали четвертый ряд. В итоге у нас получилось 9 столбиков без накида. Нам остается связать пятый ряд, последний. Вяжем 9 столбиков без накида по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы связали последний пятый ряд. У нас получилась вот такая вот деталька. Это крылышко. Сейчас нам нужно сложить эту детальку пополам и провязать за 2 стороны. 3 столбика без накида. Вот первый столбик, второй и третий. Петлю затягиваем и оставляем довольно длинную ниточку для того, чтобы было удобнее пришивать крылышко к туловищу. Вот такое крылышко у меня получилось. Второе крылышко вяжем по этой же схеме самостоятельно. А теперь мы приступаем к вязанию гребешка. Мы берем пряжу оранжевого цвета и приступаем к вязанию. В кольцо амигуруми мы набираем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик и шестой. Кольцо амигуруми мы стягиваем. Далее продолжаем вязать по кругу по следующей схеме. 1 столбик без накида,
следующий столбик вяжем прибавку. Один столбик без накида, следующий столбик прибавку. Один столбик без накида, прибавка. Таким образом мы получили 9 столбиков без накида. Мы делаем одну соединительную петлю, петельку затягиваем и отрезаем нить, оставив длинный конец для пришивания. Саму детальку я складываю пополам, формируя из нее гребешок. Лишнюю нить мы отрезаем. И вот такой вот гребешок в итоге у нас получается. Я предлагаю сразу пришить гребешок цыпленку, примеряю его и определяю, где поровнее яичко, там и будет у нас вперед. Для того, чтобы удобнее было пришивать гребешок, я использую булавочку, чтобы он не слетал и было легче пришивать. Вот таким образом крепим мы гребешок и пришиваем его иголочкой по кругу. Таким образом я пришила гребешок, и теперь мне нужно спрятать нить внутрь детали. Для этого через всю детальку я провожу иголочкой, протягиваю ниточку к низу, и снизу я ее отрезаю. Чтобы не было видно яркой вот этой оранжевой нитки, я ее иголочкой запрятываю внутрь. В итоге у нас получается вот такая вот деталька. И теперь я предлагаю пришить крылышки. Я беру крылышки и примеряю их там, где мне бы хотелось, чтобы они находились. Вот примерно так. Чтобы было удобнее пришивать, чтобы крылышко никуда не съезжало, я креплю его булавочкой. Вдеваю нить в иголочку и начинаю пришивать крылышко. Пришиваю я крылышко вот таким вот образом за краешки. Причем я стараюсь также пришивать само крылышко чуть-чуть с краев, чтобы оно сильно не топорщилось. Как бы немного пришиваю его к туловищу с боков.
Затем я ниточку также прячу, вытягивая ее вниз детальки. Ну, можно дополнительно провести ее еще через одну петлю для надежности. Затем отрезаем ниточку и начинаем пришивать второе крылышко таким же образом. Вот я пришила два крылышка, и вот такой вот птенчик у нас уже начинает получаться. У нас есть гребешок, два крылышка, осталось вышить носик, глазки, и еще нам нужно связать для цыпленка лапки. Это мы сейчас с вами и сделаем. Мы берем пряжу оранжевого цвета, формируем кольцо амигуруми, и в кольцо амигуруми мы начинаем ввязывать. Сначала вяжем 3 воздушные петли, вот таким образом, 1, 2, 3. Затем в кольцо амигуруми нам нужно провязать 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик с накидом. Далее мы набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В кольцо амигуруми делаем соединительный столбик и снова набираем 3 воздушные петли. Далее вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Делаем 3 воздушные петли. И провязываем соединительный столбик в кольцо амигуруми. Петельку затягиваем. И само кольцо амигуруми вот на данном этапе мы стягиваем. Получается вот такой вот у нас как будто бантик. Но этот бантик будет служить нам лапками для нашего птенчика. Отрезаем ниточку подлиннее, чтобы было удобно пришивать. Затягиваем петельку. Лишнюю ниточку вот эту вот можно отрезать, чтобы она не мешалась, или спрятать ее как-то внутрь детали крючком. Я отрезаю. И затем вот эту детальку мы пришиваем к нижней части нашего птенчика. Она будет служить лапками. Вот сюда. Смотрим, чтобы у нас все было ровненько, чтобы гребешок и лапки совпадали. И для удобства крепим лапки булавочкой. Вставляем нить в углу и начинаем пришивать лапки к детали вот таким вот образом. Мы пришили лапки, отрезаем лишние ниточки. И вот такая вот деталь у нас получилась. И чтобы птенчик был уже окончательно готов, нам осталось вышить ему носик, клювик, и вышить глазки. Клювик птенчику мы будем вышивать пряжей оранжевого цвета. Мы отрезаем необходимую длину ниточку, вставляем ее в иголку. Длина нити у меня примерно 30 сантиметров.
Я беру птенчика и из-под низа, там, где я бы не хотела, чтобы была видна ниточка снизу, я примерно в середину, где будет клювик, вставляю иголочку. Вот я считаю, что у моего птенчика вот примерно здесь будет клювик. Примерно в этом месте. Вы можете сами решить для себя, где вы бы хотели, чтобы был клювик. Пусть он будет или пониже, или чуть-чуть повыше. Это не так уж важно, просто будет меняться сама мордочка. Каждый птенчик получается всегда какой-то особенный. У каждого немножко по-другому расположены глазки, немножко по-другому расположен носик. Но каждый птенчик все равно очень милый получается и индивидуальный. Вот таким образом я вышиваю птенчику носик. Сначала формирую основу, где он будет находиться, и затем уже вышиваю, вставляю иголочку вот в петельки, вот таким образом. Я поправляю иголочкой ниточки там, где они, как мне кажется, лежат неровно. И завершая вышивание клювика, я протягиваю нить в ту же петлю, из которой она выходила. Вот таким вот образом. Все мы убираем, лишний холофайбер. Поправляем иголочкой клювик. Ниточку мы отрезаем, чтобы нам было удобнее. И завязываем узелочек. Отрезаем лишние ниточки и с помощью крючка прячем этот узелочек внутрь детали. Вот таким вот образом. Если у нас немножко видно все-таки ниточку, можно ее вот так вот ноженками или иголочкой туда дальше спрятать и поправить саму петельку. Вот такой вот птенчик у нас получился, и осталось нам вышить малышу только глазки. Глазки мы будем вышивать, используя обычную черную нить и обычную иголочку. Отрезаем нить подлиннее, чтобы нам было удобнее. Вставляем ее в иголку. Я обычно вышиваю в 2 нити. Берем иголочку и со спинки птенчика в любую петельку сзади, в любое отверстие, вставляем и выводим иголочку впереди, рядом с носиком. Там, где мы планируем, чтобы у нашего цыпленка были глазки. И вот таким вот образом мы вышиваем глазки. Каждый раз они, конечно же, получаются у нас разные, иногда чуть-чуть побольше, иногда чуть-чуть поменьше. Совершенно одинакового цыпленка никогда не получается сделать. Все они все время получаются со своей индивидуальной мордочкой.
Иногда получается сделать так, что глазки чуть-чуть шире находятся. Иногда получается, что они чуть-чуть ближе. Но от этого птенчики хуже не становятся. Все они получаются миленькие. Вот такими образом мы вышиваем глазки галочками и иголочкой поправляем ниточки. Стараемся вышить так, чтобы глазки были все же одинаковыми. После того, как мы вышили глазки, иголочки мы выводим в ту же петлю, в которую и вводили. И там мы уже завяжем узелочек и спрячем его внутрь детали. Ну вот и готов наш птенчик. Вот такой он получился миленький. Спасибо вам, что были со мной, что посмотрели этот мастер-класс. Я буду очень благодарна за ваши лайки и комментарии. Всем пока!